Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в Болгарии, а конкретно в городе Варна. Хорошо ли жить в Варне? Я постараюсь показать и рассказать как можно больше об этом городе, и вы узнаете, подходит ли этот город для жизни, подходит ли Варна именно вам. В номинации «Лучший город для жизни» в Болгарии Варна побеждала 2 раза. Также Варна занимала первое место как лучший город для жизни молодежи в Болгарии. Варна – 3-й город по населению в Болгарии с населением 347 тысяч человек. Местоположение. Варна расположилась на Черноморском побережье Болгарии на берегу одноименного залива и Варнинского озера. Недалеко с севера от города расположены курорты Золотые Пески и святых Константина и Елены. Климат. Климат Варни характеризуется как морской с континентальным влиянием. Самый теплый месяц в Варне – это июль, со средней температурой воздуха 22,4. Средняя температура воды в море в мае плюс 15,9 градусов. В июне уже плюс 21,5, а самая теплая вода в море в августе плюс 24,7. Транспорт. В Варну можно добраться на любом виде транспорта. На самолете. Варна располагает собственным аэропортом. Въезд на территорию аэропорта от 2 евро до 10 минут бесплатно. На поезде есть железнодорожный вокзал. На автобусе. Автовокзал Варны принимает автобусы со многих стран мира. В Варне хорошо развит общественный транспорт, автобусы и троллейбусы. Цена обычного билета по городу в автобусе составляет 80 центов. В городе сравнительно низкие цены на такси. Город поделен на зоны парковки машин – синяя и зеленая. Цена парковки 50 центов за 1 час. Оплата может осуществляться через СМС или приложение на телефоне. Жилье. А что же с жильем в Варне? Какие цены? В Варне активно строится новое жилье. Цены на однокомнатную квартиру стартуют от 100 евро, а за 150 евро в месяц мы нашли вот такой вариант. Цены на аренду двухкомнатной квартиры стартуют от 150 евро. За 170 евро в месяц мы нашли вот такой вариант. Хочу отметить, что это цены на долгосрочную аренду. В Болгарии долгосрочная аренда является аренда при заключении договора аренды от 1 года и более. При досрочном расторжении ранее полугода депозит остается у хозяина квартиры. При досрочном расторжении договора нужно обязательно предупредить за 1 месяц. Цены на квартиры стартуют от 20 тысяч евро. Такую вот однокомнатную квартиру можно купить за 23 600 евро, но далеко от центра города. А вот такая двухкомнатная квартира стоит 77 тысяч евро в центре города. В центре очень мало хороших предложений. Хотим добавить, что в связи с войной в Украине сейчас снизилось предложение на рынке недвижимости, а цены хоть и немного, но поднялись вверх. Экономика. Зарплаты и уровень жизни. По самым последним данным, средняя месячная зарплата в Варне составляет 1514 лев, без вычета налогов и сборов. Для сравнения, в Софии она составляет 2290 лева, а в Бургасе 1343 лева. Коэффициент безработицы в Варне составляет 4,1%, в Софии 3,3%, в Бургасе 4,8%. Преступность. Количество преступлений в 2020 году на 1000 человек в Варне 2,5%, для сравнения в Софии 1,7%, в Бургасе 2,5%. Медицина. Количество людей на одного врача в медицинских учреждениях по последним данным в Варне составляет 196 человек, в Софии 180 и в Бургасе 300. Как отмечают большинство горожан, качество медицины на приемлемом уровне.
Инфраструктура. Муниципальные расходы на одного человека, проживающего в Варне, составляют 1062 лева. В Софии такие расходы составляют 1020 лев и в Бургасе 1021 лев. Образование. В Варне находится более 10 университетов, как государственных, так и частных. Также в городе имеются колледжи, гимназии, школы и детские сады. Я буду вам очень благодарна за лайк и подписку. Культура и достопримечательности. В Варне представлен огромный спектр культурных достопримечательностей, исторических зданий, театров, более 10 музеев и 30 галерей. Символом города и визитной карточкой города является собор Успения Святой Богородицы XIX века. Он расположен в самом центре города. Самым популярным местом для прогулки в Варне, конечно же, остается центральная пешеходная улица, которая начинается от Большого фонтана города, площади Независимости, и идет до центрального входа в Приморский парк. Варнинский Приморский парк – самый большой парк на Балканах, объявленный произведением паркового искусства. С парка открывается вид на море и пляж Рапонги. В парке можно посетить Варнинский дельфинарий и зоопарк. Одной из достопримечательностей является действующий Варнинский оперный театр. А в археологическом музее можно посмотреть 3000 предметов из золота. Римские бани или римские термы в Варне – это 4-й по величине комплекс в Европе. Это, конечно, не все достопримечательности Варны, это тема для отдельного и не одного видео. В Варне есть минеральные источники и сероводородный бассейн прямо на берегу моря. В Варне традиционно устраиваются фестивали и выставки, которые располагаются прямо на улице. А для любителей шопинга в Варне есть торговые центры. Самый популярный это Гранд Молл Варна, Дельта Планет Молл и Молл Варна. В каждом из этих торговых центров есть современные кинотеатры. Плюсы. Отличное сочетание большого морского сада и моря рядом. В городе ровная поверхность, не считая дальних районов от центра. Нет резких подъемов и спусков. Хорошее транспортное сообщение. Очень большой выбор жилья любой ценовой категории по приемлемым ценам. Минимальные цены на такси и продукты. Море и песчаный пляж подойдет для маленьких детей. Есть достопримечательности и развлечения, как в самом городе, так и в окрестностях. Также Варна отлично подойдет для людей, которые любят культурные мероприятия, выставки, галереи, фестивали. В городе присутствуют практически все сетевые магазины, поэтому цены низкие. Есть покрытие 5G. Также в городе большинство понимает и может говорить на русском языке. Минусы. Пляжи города не удостоены звания «Голубой флаг», но, живя в Варне, можно посещать пляжи Золотых Песков или другие за городом. Существует проблема дефицита парковок, особенно в центре города. Многие гости города отмечают, что он грязный. Также в Варне не принято убирать за своими домашними питомцами, поэтому на тротуарах следует смотреть под ноги. Выводы. В городе большой парк у моря, порт, морской вокзал, пешеходная улица. У города есть своя атмосфера и свое лицо, но кто любит чистоту и порядок, проживание в городе будет не совсем комфортным. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!